Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 сентября. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. И в течение сентября, это у нас судьбоносный период, я смело об этом говорю, очень много важных планетарных транзитов. Ну, пожалуй, одно из самых важных – это у нас коридор затмений, который начинается лунным затмением 7 числа. Это не есть просто дата, а заканчивается 21-м солнечным затмением в знаке зодиака Девы. В целом это время ясности. Может быть, это время ясности тех процессов или сложных каких-то ситуаций, у кого-то потрясений, я этого не исключаю, которые произошли с вами с мая по август, последние числа даже. Или это вообще тема, которую вы развивали, продвигали, да, последние 2 года? Или всех тех событий, которые с вами за 2 года произошли? Как какая-то кульминация. Я не останавливаюсь на этом подробно, мои дорогие, но это, опять же, с 7 по 21 это не есть начало и конец. Мы это чувствуем загодя, буквально за, может быть, с 1 числа уже кто-то это чувствует, вот приближение затмения. И затмение поднимает те вопросы, которые как будто мы утрамбовали в самих себя поглубже. Здесь нет, это все равно всплывает на поверхность. Ну и ясность должна в течение сентября, к концу месяца таки наступить. Перейдите на мой сайт, я оставлю в описании под видео астрологический прогноз для всех знаков зодиака. Прочитайте, я думаю, подсказок будет больше. А мы идем дальше. И первые карты, 3 карты, как 3 знака судьбы. Для вас, близнецы, первый знак судьбы. И у нас сегодня колода метафорических карт 78 дверей. Второй знак судьбы. И третий знак судьбы. Открытые двери или закрытые. Какие ключи нам нужно подобрать? А может быть, куда-то мы и сами не пойдем, правда? Так тоже бывает. И раз уж мы с вами сказали, что, и может быть такое, кстати, что дежавю какое-то возвращается, да? Потому что, как и за 2 года, может быть, там какая-то тема не закрытая. Может быть, до конца мы еще итоги не подвели под теми событиями, которые произошли с мая по август. Так вот, по части дежавю, в чем вы поставили точку, а оказалось запятая или многоточие. Что прояснится в связи с этим? Что уйдет? Смена энергии, да, ну, может быть, какую-то тему вам удастся решить. А что, придет взамен? И личная жизнь, любовь, в целом отношения, смотрим энергии, финансы, сфера финансовая, ваши достижения, здесь у кого что, дела, работа, бизнес, у кого-то согласование. Ну, одним словом, ваши планы, то, что вы планируете не просто сделать, а уже вот так вот совершить как достижение. Ладно, первый знак судьбы, но выход вот из какой-то клетки, может быть, это вам уже что-то надоело, может быть, период каких-то ограничений, но вот знак судьбы. Мы с чем-то таким столкнулись, и нам как бы карта говорит, вообще-то уже пора на выход. Может быть, как знак судьбы, не попадись еще раз в какую-то западню условно, или то, что тебе знакомо. Вообще, это карта искаженного восприятия, поэтому вроде бы вы реалисты, мои дорогие, но, видимо, в этот сентябрьский период вам нужно обязательно быть, ну, максимально как-то правдивыми, наверное, с самим собой. Потому что есть то, от чего мы неизбежно вынуждены отказаться. Сколько бы мы ни педалировали какую-то ситуацию, но она не в нашей власти. Или как-то не время, может быть, да, то есть вот, ну, отказаться именно в данный период времени, так это точно. А есть то, что мы можем изменить, но это уже какой-то новый аспект, это другие методы. Это нам самим уже для начала нужно как будто выйти. Иначе, ну, может быть, кто-то думает, как одиночество, выход, да, из этого одиночества, из сложной ситуации. И все равно же самому надо будет сделать несколько шагов навстречу судьбе, как минимум. Иначе ведь никто не придет нас веселить, развлекать или сделать нашу жизнь лучше, согласитесь. Вообще ваш знак, вы реалисты. Но, видимо, есть какой-то тонкий такой аспект, который либо касается чувств, либо вашего восприятия. Но
как знак судьбы, какая-то вот или какое-то затворничество, или словно вы, знаете, ну, в какой-то закрытой местности или в каких-то ограниченных условиях. Вот это должно быть пересмотрено. Ну, по крайней мере, и не столкнуться тоже с периодом ограничений. Не сделать чего-то себе во вред, мои дорогие. Тут тоже как знак судьбы. Чтобы потом, да, к нам не прилетела какая-то обратка, и мы бы сели и начали думать, ну, что делать вот в какой-то патовой ситуации. Тут больше вашей власти от того, как вы буквально будете распоряжаться вашей жизнью. Ну, все то, что я сказала. Но у вас силы, посмотрите, не просто силы. Это как великий практик, у вас выпадает карта мага. Вы, конечно, тоже можете столкнуться с великими манипуляторами, но вообще-то это, если мы переложим карты Таро, еще и со знаками, во множестве колод прорисовано конкретно знак Меркурия, который, это планета ваша планета-управитель, который соответствует карте мага. Вот даже из какой-то патовой ситуации, вот выход вообще, два знака мы можем связать. Это как единое что-то целое, когда вы найдете способ выйти из затруднительного положения. Но это все равно первые ваши шаги. Здесь что-то нужно сделать самому или самой. Здесь нужно правильно оценить обстановку. Но ваши возможности безграничны. Было бы нерационально и нелогично потерять такое волшебное время. Вот время вашей активности, мои дорогие. И, может быть, вам отчасти даже помогают, как планетарные транзиты, абсолютно все, которые присутствуют в это время. Они вам помогут и прояснить, может быть, какую-то ситуацию. Я это тоже допускаю. И знаете, если даже какая-то прежняя, ну, такая история, которая у кого-то была со знаком минуса, вы все не знали, каким образом с этим провзаимодействовать. Значит, здесь я тут определенно вижу какие-то варианты, мои дорогие. Но продумать, проанализировать, да, маг, он ведь, мы говорим, это практик, еще и материалист. Может быть, это какую-то сложную историю, да, вот когда был этот период ограничений, спадают эти ограничения, но это не происходит само по себе, а потому что ваше какое-то правильное руководство, взаимодействие, как и делами, так и, может быть, контактами с людьми. Вот такие два знака судьбы. Давайте откроем третий. Ух ты. Получение денег или то, что связано с деньгами. Может быть, это и человек, как банкир, мои дорогие. Может быть, буквально у кого-то получение ипотеки или, наоборот, закрытие вопросов, связанных с кредитами, решение вопросов по части дома. У кого-то смена жилища или то, что вы планируете. Вот я раньше чувствовал себя, может быть, в старом доме, да, или в неотремонтированном доме, вот как будто в клетке захожу и ничего мне не нравится, ничего меня не вдохновляет. А вот здесь у кого-то иногда короли Пентакли будут говорить, свидетельствовать именно как, ну вот, о каком-то фундаменте. Не случайно король сейф открывает. То есть дверь в сейф, и открываете вы сами. Вот есть какой-то хитрый сейф, не случайная карта мага. Или какой-то вопрос, который, пусть даже недвижимость. Ну, движимость, недвижимость, есть такие крупные приобретения или наоборот там через куплю-продажу. То есть материализм какой-то идет. Или, может быть, это решение некоторых вопросов по части денег, это я тоже допускаю. Но этот сейф открываете вы сами. Он, по сути дела, и ключи, и дверца буквально в ваших руках, мои дорогие. Поэтому какие-то очень важные выводы, решения и решимость, я бы сказала. Но если была какая-то такая, знаете, двойственная, шатковалкая ситуация, вот как по девятке мечей, то теперь, как знак судьбы, не теряй время даром, потому что у тебя сейчас как раз может что-то получиться. Давайте узнаем, что ж там за дежавю. У вас сейчас как колесо фортуны поворачивается в вашу сторону, в сторону ваших достижений, мои дорогие. Тут вы действительно счастливчики и действительно не теряя времени даром. Старший аркан. У вас два старших аркана. Маг и колесо фортуны. Шикарно. Но потерял время даром, завтра возможности не будет.
Поэтому, если мы спросили, с чем вы успели спросить, проститься, может быть, даже еще некоторое время тому назад вы не думали, что сможете решить какой-то вопрос. А здесь буквально Его Величество случай вам помогает. Может быть, вам кому-то нужно сделать очень важные и сложные согласования, провести сложные диалоги, установить контакты. Ну, ведь старший аркан – это внешне, опять же, как энергия. Так вот, чего бы вопрос ни касался, вы сможете и договориться, найти общие точки либо интересов, либо, ну, как-то вот компромисса, может быть, и так, да, смотря чего касается тема. Или если вы наперед собирались куда-то переехать, тут, значит, какой-то вариант может быть для вас наиболее предпочтительный. Но вот есть и фортуна, есть и судьба, есть и ваши возможности. А что же прояснится? Давайте с вами откроем. Какая-то болезненная ситуация. Когда вы себя чувствовали, что... Ну и, кстати, это ситуация из прошлого, да. Может быть, это прошлое, которое вот на протяжении последних 2 лет. А у кого-то это, я не исключаю, может быть, какой-то, ну, такой Его Величество случай с мая по август. По тройке мечей это, знаете, когда мы настолько были ранены как будто либо поступком чьим-то, либо с нами что-то произошло, либо нас предали, либо как-то вот обида какая-то присутствовала. Не случайно нам тут человек показан. Сам с собой сидит и кукла Вуду, да? Хотя двери открытые. Но это в этой колоде карт. Вообще это карта выздоровления. Вот вы, мои дорогие, выздороветь как будто должны, что очень соответствует транзитам. Прочитайте мою статью. Наши уязвимости. Уязвимость – это то, о чем мы не скажем никому, но то, что лежит грузом, камнем в нашей душе. И мы каждый день, ну или почти часто, возвращаемся к этой теме и все не можем ее никак решить, закончить, завершить. Может быть, мы это отпустим и вообще скажем, да, вот еще вчера болела, а сегодня как будто и не болит, и отгорела, и вообще махнул рукой и пошел в другую сторону. Дай бог. Потому что тройка мечей – это всегда разбитое сердце. Да, сердце не болит, но эти шрамы, они остаются. Они так иногда ноют на погоду, но они нас уберегают от того, чтобы мы еще раз нашли какие-то грабли, мои дорогие. Вот что прояснится, вот какая-то больная тема. Так что же уйдет? Кто-то ведь правда будет менять место жительства, да, вот будете переезжать, вот как будто был человек в клетке, а вот нам тут дом. Ну, может быть, это и не самый такой богатый дом, но ничего, нам человек показан, несет двери, сейчас поставит, и уже будет дом с дверями. Кому он их откроет или закроет у кого-то перед носом, это будет решать сам хозяин. Вот что-то такое вы можете и по части недвижимости, плюс-минус тут у кого как. Но у кого-то это может быть в документах, у кого-то буквально вы переезжаете, опять же, перекладываете на себя. Или дома делаете ремонт. Вот и так вот до банальности. Опять же, девятка, 2 девятки. Перемены на этом не заканчиваются. И вы как на пороге перемен. Колесо фортуны – это перемены. Да вы в вихре перемен, мои дорогие близнецы. Уран в вашем знаке, поэтому пристегните ремни на всякий случай. Но я должна сказать, фортуна, то есть что-то вам тут складывается, понимаете, вот больше для вас с плюсом. Поэтому, ну и вы будьте гибче, чем больше мы где-то или, ну, чем мудрее, может быть и хитрее, тут по-разному относимся к некоторым событиям, значит, большими бонусами и мы останемся. Вот иными словами, вот это фортуна. Но по девятке жезлов тут надо, если мы говорим, что уйдет. Искусство мелких шагов, я часто говорю по этой карте. Может быть, темп какой-то изменится именно с 10 по 20. Жизнь как ускорится. Давайте мы узнаем, а что же придет. Ну, вы знаете, какие-то вопросы вы до конца еще пока они остаются в процессе. Может быть, у кого-то пойдут и на следующую декаду. Я такое могу предположить, что придет. Ключи вы будете подбирать, возможности. Это вот все то, что я долгое время говорила
Восьмерка жезлов – это есть какие-то контакты, может быть, новые контакты. Может быть, ведь часто это карта скорости, да, если было искусство мелких шагов, а тут надо будет быстрее поворачиваться, быстрее что-то анализировать, быстрее принимать решения, быстрее решиться на что-то. И так вот тоже может быть. Темп набираем, это правда. Но что еще придет? Какая-то информация к вам будет еще приходить. И, видимо, в зависимости, здесь это может быть как и средства массовой информации или какие-то бумаги важные, договоренности, документы. Вы можете что-то подписывать или узнавать, как в отношении вас работает закон. Одним словом, жить будет веселее. Что-то идет в темпе жизненном у вас по нарастающей. Давайте мы с вами узнаем, что же в любви и в личной жизни. Карта будущего. Но на что вы решитесь или какие решения примете, хочется сказать именно так. И тут мы все абсолютно разные. Но вообще карта будущего. И нам человек как маяк. Вы можете быть для кого-то как маяк. Вы можете быть кому-то интересны. Но я думаю, потому что тут такие карты у вас выпадают. Может быть, все-таки жезлы, дела, работы, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. Несмотря на то, что личная жизнь, у кого-то вопросы дома, согласований, да, или обустройства личной жизни, подачи, может быть, документов, если была прежде дружба у кого-то. И вы тут будете тоже что-то просчитывать, не без этого, ключи подбирать, себе не навредить, продумывать, да, обустраивать свое семейное гнездышко. Или вот действительно выходить из одиночества. На что-то вы решитесь. Вот, кстати, кто-то и может решиться. Я об этом говорила, уже не повторяюсь. Но у вас будущее на личную жизнь, и оно присутствует. Так, как вы его захотите отстроить, каким вы его хотите видеть, какими вы хотите видеть отношения или людей, как ближайший круг, который вас окружают. У вас сейчас как у мага. Все стихии в руках. Что же там по финансам? Странно. Хотя нам тут как раз про финансы сказали. Ну, может быть, восьмерка мечей. Ведь это карта искаженного восприятия, мои дорогие. Две карты у вас. Поэтому не подзастрять по части финансов в какой-то прежней стратегии и тактике. Где-то ведь это ведь именно искаженное восприятие. Если здесь это больше таковое, как ограничение идет, потому что мы чего-то не видим или пользуемся какими-то, ну, прежними взглядами, они нам явно тут не помогают, да, или сидим, выжидаем, ждем, а вдруг, да, а вдруг что-то завтра интересней. Ага, так это завтра, а сегодня мы уже упустили какой-то момент, у вас колесо фортуны. А здесь буквально как девушка с закрытыми глазами чувствует себя, ну, где-то, знаете, наиболее уязвимо, не защищено. Вот вы можете что-то подобное испытывать на финансах. Может быть, у кого-то из вас действительно стоит и тема финансовая на повестке, когда вам нужно как-то красиво ее решить. Возможности у вас есть. Но, опять же, ваша какая-то активность предусматривается. И если мы закрываем все время на что-то глаза, ну, тут все-таки не будет каких-то прогрессивных перемен, понимаете? Перемены-то они к нам придут, а мы-то как будто в хвосте где-то. Мы не увидели, не схватили это вовремя, да? Хотя ваш знак, он как раз по части аналитики, интеллекта. Впереди планеты всей, хочется сказать. Это точно, это железно. Но, может быть, вот эти эмоции накатили. Не позволяйте вот где-то какой-то путанице прийти в вашу жизнь, потому что в реальной жизни здесь нет, тут что-то у вас идет наоборот с большими плюсами, но, может быть, действовать нужно как-то по-другому. Может быть, действовать даже так, как сложно просчитать, а вот это я могу допустить. И ключи надо подбирать, и по колесу фортуны тут так 50 на 50 все-таки может быть, но у вас карта мага. Ну, наверное, может быть, какие-то решения, может быть, и все-таки стоит принять или просчитать математически. Вот когда мы сели, положили бумагу, начали просчитывать дебет, кредит, ну так, банально, да, приход, расход, будем говорить. Ну, тогда у нас уже меньше как-то этих уравнений со множеством неизвестных. Итак, дела, работа, бизнес. Вот смотрите, или ваши достижения.
Все или многое будет строиться на взаимодействии. Если нам предыдущая карта восьмерка мечей говорит, вон она, дверь открыта, и тебе вот как кажется что-то, а здесь нам, видимо, помогает буквально надежные люди. Причем те люди, которые откликаются. Будьте внимательны к этому периоду, потому что основа основ. Здесь ничего не происходит просто так. И если вы, допустим, получаете в течение сентября с каким-то человеком взаимодействие, или вас судьба сводит, это не случайно. Это можно расценивать как подсказку. Или какое-то дело тоже, да, вдруг у вас появляется в вашей жизни или какая-то тема на достижение, вам хочется этим заниматься. Это тоже как подсказка судьбы, как вот эта фортуна. Люди и события, они не происходят просто так в сентябре, мои дорогие. И, может быть, для вас совершенно необходимо какую-то для себя, ну, даже стратегию, тактику по достижениям, и так, чтобы вы были не в одиночку. Вот посмотрите, тут один человек, и тут. Даже король Пентаклей один. Ну, вроде он тут доволен, а вот на достижения на ваши, у каждого свои, для вас будет важен тот человек, который, вот как в этой карте, у нас дверь, если мы говорим открытые двери или закрытые в этой колоде, дверь на дне бассейна, она откроется от синхронности ныряльщиков. Синхронное плавание, да? Как только они синхронизируются, двери будут открыты. Это карта возможностей, контактов, договоренности. Может быть, кстати, вы и будете подбирать эти ключи, да, или вот эту синхронность, примерять на себя. Одного персонажа, второго могу доверять, или как-то тут мне, ну, как решить тот или иной вопрос. Но вообще все в вашей власти, опять же. Если вы себе не скажете «нет», или если вы себе, ну, будете готовы рассматривать какие-то альтернативные методы, уран в вашем знаке, тут перемены неизбежны. Ну, вот так, если вы прочувствуете себя магом, мои дорогие близнецы, для вас нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя. Я благодарю за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.